тропических джунглях существует сила, с которой должны считаться абсолютно все. Это многомиллионная армия кочевых муравьев. У муравьев есть мощные челюсти, которые называют мандибулы. Это их главное оружие. Когда движется такая колония муравьев, лучше как можно быстрее бежать с ее пути. Они проверят каждый участок леса в поисках пищи. Если убежать не успел, замри и не двигайся. Муравьи слепы и реагируют на движение. Пока животное не двигается, оно в безопасности. Богомол тоже замер, но он совершил ошибку. Малейшее подергивание, и через мгновение армия муравьев уже разделывает насекомые на части. Огромные мандибулы муравьев в этом деле незаменимы. И чем больше жертва, тем больше муравьев нападают на нее, не оставляя ни единого шанса на выживание. Казалось бы, этот краб надежно защищен крепкой броней. Все больше и больше муравьев атакуют его. Некоторые даже погибают в его клешнях. Муравьи исследуют его тело в поисках незащищенных мест, и они их обязательно найдут. В суставах есть небольшие щели, незащищенные броней. Именно на них будет нацелена атака. Муравьи разрывают суставы, постепенно увеличивая щель и отрывая конечности. Те, что поменьше, могут даже залезть внутрь и вырывать мягкие куски изнутри. Этот слизень был замечен на дереве муравьем-разведчиком. И уже через минуту прибежали другие муравьи на подмогу. Слизень воспользовался первым правилом – бежать. Но он не учел, что на земле муравьев еще больше. Заметив движение, армия бросилась в атаку. Через мгновение он был весь покрыт муравьями. Муравьи кусают его, но у слизня есть секретный способ защиты. Он весь покрыт липкой ядовитой слизью. Укусив его лишь раз, муравей прочно застревает в слизи и вскоре погибает. Однако, быстро поняв, в чем дело, муравьи начинают применять удивительную тактику. Один за другим они приносят кусочки земли и помещают ее на слизня. Земля впитывает слизь, как промокашка. Вскоре слизняк будет весь покрыт грязью, его защитный механизм будет нейтрализован, и муравьи растащат его по кусочкам. Эти величественные сооружения, достигающие огромной высоты в 10 метров и более, делают крохотные существа – термиты. И это не просто гора земли, это гениальное инженерное творение. Весь термитник пронизан множеством отверстий, которые служат для вентиляции и фильтрации воздуха. Все это нужно для того, чтобы создать идеальный микроклимат внутри термитника, находящегося уже под землей. Там, внутри, живет королева, и ей нужны идеальные условия для того, чтобы откладывать яйца. Термиты используют грунт, песок и глину как строительный материал. Они пропитывают грунт своей слюной и создают природный цемент. Стройка идет не переставая на протяжении всей жизни колонии.
Порой возраст термитников насчитывается не одной сотни лет. С каждым годом термитник прибавляет в росте. Неважно, что снаружи, ливень или пожар. Вокруг может твориться настоящий ад, сильнейшая жара в сотни градусов и дым. Но внутри все тот же идеальный микроклимат, защищающий королеву. Раз в год миллионы термитов окрыляются и отправляются в путешествие, чтобы основать новые колонии. Это роение привлекает множество хищников, одним из которых являются личинки жука-щелкуна, пирофоры. Они ждали этого момента. С наступлением ночи они поднимаются на поверхность термитника и включают свет. Термитов тянет к свету, и охота начинается. Такое явление происходит лишь 2 недели в году в местечке Серрадо, Бразилия. Несмотря на то, что термиты хорошо защищены в своих дворцах, для них существует еще одна опасность – кочевые муравьи. Двигаясь все дальше, на пути этой армии стоял термитник. Они начинают исследовать каждую щель в поисках пищи. Обнаружив огромное отверстие, разведчики принялись его исследовать. Солдаты термита, обнаружив врага, бьют тревогу. Первое сражение остается за более мощным термитом. Муравьи находятся не в своей стихии, они привыкли брать числом, а здесь, в узких многочисленных туннелях, им приходится разделяться. Ожесточенные сражения происходят повсюду. Потери огромные, и муравьи начинают отступление. В джунглях обитает 80% всех видов насекомых нашей планеты. Одни из самых успешных – это муравьи. На одном гектаре может обитать до 8 миллионов особей. Но жизнь тропических муравьев не всегда бывает безоблачной. У этих гигантских муравьев появились тревожные симптомы. Споры паразитирующего гриба под названием кардицепс проникли в их тела и головы. Зараженный мозг велит этому муравью карабкаться вверх. Потеряв ориентацию, муравей обхватывает стебель своими жвалами. Зараженных спорами муравьев находят рабочие и быстро уносят подальше от колоний. Это кажется жестоким, но на это есть свои причины. Посмотрите, прямо как в фантастическом фильме, из головы муравья прорастает плодовое тело кардицепса. Оно растет около 3 недель, после чего на его конце начинают лопаться смертоносные споры. И тогда любой муравей, оказавшийся поблизости, может заразиться ими и погибнуть. Этот гриб настолько опасен, что может уничтожить целую колонию муравьев. И жертвами этого убийцы становятся не только муравьи. Существует тысячи видов кардицепса, и каждый из них специализируется на одном виде насекомых. Однако,
Атаки подобных паразитов оказывают положительное воздействие на разнообразие видов. Ведь они не дают одной группе животных добиться превосходства над другими. Чем многочисленный вид, тем вероятнее, что он будет атакован своим врагом – грибом кардицепсом. Этот маленький паучок питается муравьями. Но муравьи передвигаются целыми армиями. И попадаться на их пути смертельно опасно. Но паук-муравьед нашел способ, как добраться до любимого блюда. В отличие от других пауков, он ходит на 6 лапах, а передние лапы поднимает вверх, имитируя усики муравья. Он выжидает, пока какой-нибудь муравей отвлечется и останется один. Паук впрыскивает яд. Муравей не умирает, но его постепенно парализует, и когда тело муравья обездвижено, пауку предстоит самая сложная часть работы. Ему нужно вынести парализованного муравья с поля боя. Паук использует его тело в качестве прикрытия. Муравей-солдат обнаружил подозрительные движения. Паук, прикрываясь телом жертвы, постукивает своими передними лапками по антеннам муравья. Проверка пройдена, и можно двигаться дальше. Находясь на безопасном расстоянии, паук высасывает муравьиный сок. Наевшись, он на какое-то время прячется в укрытии. Казалось бы, обычный красивый луг. Но внутри него происходят такие события, о которых мы никогда не догадывались. Например, у этой бабочки, голубянка-алькон, невероятный жизненный цикл. Гусеница этой бабочки вылупляется на листьях высоких растений, чтобы быть в безопасности от наземных насекомых. Затем она спускается вниз и тут же становится жертвой муравьев, которые относят гусениц к себе в муравейник. Но именно этого она и добивалась. Гусеница выделяет запах, похожий на запах личинок муравья. Муравьи принимают ее за свою, ухаживают за ней и обильно кормят. В таких условиях гусеница быстро растет и становится похожей на муравьиную матку. Для убедительности она издает звуки, похожие на те, что издает матка. В итоге муравьи относятся к ней как к королевской особе. И даже если еды не будет хватать, муравьи сами будут голодать, но гусеницу кормить не перестанут. В таких условиях проходят 2 года. Гусеница окукливается, а затем появляется бабочка, которая спешит покинуть муравейник, даже не сказав спасибо. Муравьи остаются в недоумении. 2 года они ухаживали и кормили непонятно кого. Красный огненный муравей – один из самых опасных в мире видов муравьев, обладающих сильным жалом и ядом. Место обитания огненных муравьев – Южная Америка, но насекомые способны выживать и в других регионах с тропическим климатом. Питаются они живыми и мертвыми насекомыми, сахарным сиропом и различными сладкими природными субстанциями. У огненных муравьев в одном муравейнике можно обнаружить особи различных размеров. Окраска у разных видов варьируется от бледно-желтой до красно-коричневой. В колонии насекомых может насчитываться более 200 тысяч особей. Укус насекомого похож на ожог. У аллергиков яд этих муравьев может вызвать анафилактический шок. Красные огненные муравьи способны выводить из строя электрооборудование, в том числе автомобили и компьютеры, и повреждать посевы. Колония огненных муравьев невероятно живучая.
Во времена сильных ливней, когда муравейник начинает затапливать, муравьи вытаскивают личинок на поверхность, но не для того, чтобы спасти их от затопления. Личинки не утонут. Они используют их как поплавки для основания своего плота. Когда вода прибывает, весь муравейник работает как один слаженный механизм. Муравьи сцепляются друг с другом, чтобы образовать плод, а основанием этого плота служат личинки. И личинки, и муравьи покрыты маленькими волосками. Эти волоски помогают задерживать воздух, и пузырьки воздуха не дают им утонуть. Такой плод дрейфует по воде, пока не встретится с сушей или пока вода не спадет. Но может возникнуть другая проблема. Иногда в места затопления проникает рыба, и для них это накрытый стол и легкая добыча. Они способны полностью уничтожить колонию. В тропических лесах Амазонии обитают свыше 2 миллионов разновидностей насекомых. Муравьи-листорезы – важная их часть. Колония этих муравьев насчитывает более миллиона особей. Задача каждого муравья – отрезать кусочек листа и отнести его в муравейник. За сутки совместной работы муравьи способны срезать листья с целого дерева. Главное не отпускать листок при падении. Но возвращаться ни с чем муравей не может. Для максимальной эффективности и быстроты передвижения они расчищают свою тропу от мусора. Правда, иногда на их дорожку заползают непрошенные гости. У муравьев-листорезов огромный муравейник, который может уходить в глубину до 8 метров и состоит из 1000 комнат. Все эти листья муравьи несут в специальные хранилища. Эти листья муравьи используют для выращивания грибка, которым кормят свои личинки. Этот грибок приносит пользу муравьям, но есть грибок, смертельно опасный для них. Этот муравей странно себя ведет. Он отбился от всех и в одиночку карабкается вверх по стволу. Какая-то неведомая сила внутри заставляет его так поступать. Затем он крепко цепляется за листья и замирает. Монстр, сидящий внутри, начинает проявлять себя. Это грибок кардицепс. Это мешочек со спорами. Когда он лопнет, то споры попадут в воздух и заразят еще больше насекомых. Не одних только муравьев поражает эта ужасная болезнь. Природные катаклизмы. Впечатляющие атаки животных. Курьезные случаи. И многое другое в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в профиле канала и в описании.